Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас не совсем обычное видео. Я сделала его по просьбе своей подписчицы. А давайте я просто процитирую. Можно вас попросить, чтобы вы сняли видео, как вы составляете схему. На бумаге, чтобы нарисовали и объяснили, не на ногтях. И, конечно же, я не могла пройти мимо. Будем подробно сегодня разбирать схему попугая из мультика Рио. Кто не смотрел полное видео, то ссылочку я оставила в описании. Ну что, поехали? Вот, я нарисовала наш условный ноготок. А далее пройдусь по тем подсказкам, которые я выкладывала в полном видео. Итак, рисуем центральную ось и горизонтальную из уголка при основании ногтя. И давайте сразу же сделаем разлиновочку. Спокойно можете также сделать на ноготочке или типсике. Если вам трудно пока делать относительно ровные линии, то можно взять линеечку, но я предпочитаю все рисовать от руки. А вот теперь смотрите, аккурат, как на подсказке, мы определим более контрастно наши осевые линии. Первая, вторая и третья. Все как и на ноготке. Далее смотрим снова на рисуночек в уголке и вписываем те же полуокружности, которые на подсказке я отметила фиолетовым, в наш рисунок на бумаге. Эти кривые очень легко вписывать, так как наши осевые линии и те линии, которыми мы предварительно разметили наше поле, очень нам в этом помогают. Этого нету на подсказках, но мы дополнительно можем еще разметить наш ноготок на две равные части, но только не по вертикали, а по горизонтали. Так нам легче ориентироваться, что верхняя, хотела сказать челюсть, но тут часть клюва будет полностью расположена в верхней части нашего рисунка. Далее смотрим на нашу вторую подсказку, ту, которую я выкладывала в полном видео. Итак, первое. Под верхней большой дугой рисуем глаз, так, чтобы верхняя граница глаза была параллельна верхней дуге. Соединяем одной полуокружностью все наши верхние точки на осевых линиях и рисуем щечку. Смотрите, от осевой линии, где мы нарисовали верхнюю часть клюва, отступаем чуть дальше, чем внутренняя граница глаза, и опускаем перпендикуляр, который будет идти параллельно центральной вертикальной оси. Формируем клювик. Обратите внимание, как легко вписывать части головы нашего попугая по вспомогательным линиям и осям. В нижней части ноготка у нас, естественно, будет нижняя часть клюва, который значительно короче верхнего. Ну и, конечно, нижний контур подводим вот таким полуовалом к нашему перпендикуляру. При рисовании людей или животных мы почти не встречаем резких линий, поэтому смягчаем наш перпендикуляр, чуть округлив его. Вот мы плавно подходим к последней подсказке, которая у нас была в полном видео. И сейчас шаг за шагом прорисуем линии, которые на подсказке обозначены красным цветом. Ну вот примерно так. Наша схема готова.
Но не забываем, что схема – это по большему счету все-таки набросок, где мы примерно определяем размеры и где что у нас находится. Всю прорисовку и детали мы уже делаем цветом и тонкими линиями по контуру гель-краской. А тут Остапа, как всегда, понесло. И на схеме мне было сложно остановиться, поэтому покажу вам немного прорисовку контура. Для этого я взяла обычную черную шариковую ручку. Ну вот как-то так. Надеюсь, что это видео окажется полезным для всех, кто учится сейчас рисовать. А если у вас, мои дорогие, есть вопросы или просьбы, то оставляйте свои комментарии. Обязательно рассмотрю, возможно, следующее видео будет ответом на ваш вопрос. А я с вами прощаюсь на сегодня. Ставьте лайки, а если вы еще не подписаны, то обязательно сделайте это прямо сейчас. И всем хорошего настроения. Всех люблю. Пока-пока и увидимся.